Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео по многочисленным просьбам я показываю, как приготовить шифоновый шоколадный бисквит огромного размера, 30 сантиметров в диаметре. Вот так идеально он нарезается ручным миксером. Бисквит получается очень нежным по вкусу. Этот бисквит идеально подходит для 3D-тортов, готовится из самых простых продуктов. И в данном видео я покажу именно правильные пропорции и покажу, как правильно его замешивать с наибольшей экономией сил и времени на это. Итак, здесь 400 грамм муки, обычной самой муки, 100 грамм неалкализованного какао-порошка, обычный какао-порошок и 20 грамм разрыхлителя. Все сейчас перемешиваем до однородности. Выпекать бисквит я буду в форме 30 сантиметров в диаметре. Это бисквит очень большой. Здесь у меня 12 белков от яиц крупного размера, щепотка соли и 2 пакетика ванильного сахара по 8 грамм. До состояния пивной пены взбили. Сейчас 60 грамм кукурузного крахмала я в 2 приема ввожу в белки. Тем самым бисквит получится влажным, когда мы вот так взбиваем с крахмалом вместе. И бисквит получается благодаря этому очень эластичным, и при выпечке он практически не теряет в весе. Здесь общего количества сахара 360 грамм. 1/3 сахара я добавляю сейчас в белки и взбиваю белки примерно 3-4 минуты, не дольше, чтобы белки не превратились в губку. Это очень важно. Вот такие подрагивающие пики должны быть. То есть не нужно взбивать, как вот белковый крем, чтобы был. Такие очень даже подвижные пики у них, чтобы потом эти белки при выпечке могли также подниматься и не оседать в тесте. Здесь 12 желтков. Желтки ни в коем случае заранее не засыпаем сахаром. Разбили пленочки у желтков и порциями ввожу туда весь оставшийся сахар. И очень важный момент, на который многие просто не обращают внимания. Желтки нужно взбивать не менее чем белки, то есть где-то 4-5 минут я их буду взбивать до такой пышной побелевшей массы. Это очень важно сделать. Именно вот эти взбитые желтки дадут очень нежную структуру и вкус этому бисквиту. Сейчас взбиваем желтки. Желтки взбили. Туда же я сейчас вливаю 180 грамм растительного масла без запаха. И все это просто перемешиваю. Ничего здесь взбивать уже не нужно. Миксер у меня слабомощный, 240 Вт, на такой огромный бисквит. Вы можете, если вы будете замешивать в планетарном миксере, можете взбивать всю яичную массу вместе. И вливаю туда также 240 мл молока комнатной температуры, лучше слегка теплого молока. Тоже просто перемешали. И вот сейчас на данном этапе я туда введу всю сухую смесь. Я не буду ее вводить порциями, потому что здесь в этом особого смысла нет. Белки мы будем вводить для экономии энергии и времени уже в перемешанную вот эту вот общую массу желтков и сухой смеси. Что это нам дает? Так как шоколадное тесто, оно всегда более тяжелое, чем обычное ванильное, поэтому на данном этапе я беру здесь просто венчик и просто перемешиваю до растворения комочков. Это быстро очень делается. И вот теперь уже я ввожу туда все белки. Белки я ввожу примерно в 5 порций. И такими складывающими движениями я аккуратно их перемешиваю уже с готовой массой. И это происходит очень быстро. Вот таким образом мы экономим огромное количество времени и сил на перемешивание такого большого количества теста.
Все это я перемешала. В конце перемешивания я вот так пару раз пройдусь венчиком обычным. От этого тесто не осядет, просто проведем здесь как контрольную такую проверку, чтобы не было никаких у нас больше комочков. Форма, как я уже сказала, 30 сантиметров в диаметре. Низ я застелила двойным слоем фольги. Фольга у меня такая хорошая, плотная. И бока формы я ничем не смазывала, я просто выстелила тефлоновым ковриком. Он у меня старенький, я его очень часто использую. Это просто для того, чтобы потом боковина у бисквита была очень ровная. Это очень помогает в 3D-тортах также, при сборке 3D-тортов. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Выпекать бисквит будем на режиме верх-низ на среднем уровне примерно 60 минут, то есть 1 час. Бисквит огромный, конечно же, он требует большого количества времени. Проходимся обязательно здесь палочкой деревянной, чтобы вышли лишние пузыри из теста. Я вот так вот меряю вам также. Видите, 30 сантиметров в диаметре у меня сейчас форма. И ставим сейчас выпекаться на средний уровень. Прошел у меня ровно 1 час. Бисквит испекся, палочка выходит сухая и чистая. Бисквит 6,5 сантиметров в высоту. Я его просто оставила на решетке сейчас, никуда не переворачивала, остыть до комнатной температуры. И сразу же я его буду сейчас нарезать. То есть он у меня не стоял ни в холодильнике, не отставился 8 часов, не был в морозилке. То есть сразу я его нарезаю. Бисквит очень быстрый. Видите, он пружинит, бисквит. В шифоновых бисквитах очень частая проблема, что оседает середина. Тем более в такой огромной форме. Здесь же ничего не осядет. Вот я вам меряю 6,5 сантиметров плюс сверху шапочка. То есть бисквит очень хороший для такого количества яиц получается. У меня есть в арсенале бисквит, тоже шоколадный, который поднимается еще выше из 10 яиц. Но тот будет очень воздушный, и для 3D, допустим, тортов он не подходит. Он тает во рту, но совершенно другая текстура у бисквита. Здесь же бисквит очень профессиональный и очень-очень вкусный получается. Именно со вкусом настоящего шифонового бисквита. Нарезаю струной. Нарезаю, он еще практически у меня не остыл. Он еще слегка-слегка теплый у меня даже. Нарезается он идеально. Вы смотрите, я беру его в руки, насколько он подвижный, насколько он эластичный и в то же время тающий во рту бисквит. Многие спрашивают, как нарезать струной, особенно вот этот верхний корж. Вот так вот я слегка надрезаю его ножом хлебным и потом также прохожусь струной. Шапочка останется совсем небольшая. Кому это не принципиально, вы можете ее также оставить. Я ее просто убираю. И по 1,5 сантиметра в высоту каждый корж у меня получился. Вот такая вот шапочка. Ее можно также с ней чай попить, использовать ее на кейк-попсы, можно заморозить и потом из нее просто сделать кейк-попсы. Вот такие 4 коржа у меня получится. Я их сейчас уберу в холодильник, в пищевом пакете, в большом. Где-то пару дней они могут храниться просто в холодильнике. И можно месяц хранить уже даже в нарезанном виде в морозилке. Но мне это не нужно, мне нужно будет собирать торт. Вот так вот он выглядит после выпечки, то есть 29 сантиметров он у нас получился. 29 сантиметров после выпечки он получается. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.